Приветствую вас, дорогие раки. Итак, это ваш расклад уже на август месяц. Итак, давайте смотреть. Начало, середина, конец августа. Какие события будут вас ожидать? Смотрим. Начало месяца для королевы жезлов. Это такая активная, можно сказать, карта. Для начала месяца у вас выпадает. Королева жезлов может показывать вам женщину по знаку зодиака Овен, Лев или Стрелец, которая будет проводить с вами много времени в начале месяца. Или какая-то важная значимая такая точка в вашей жизни, событие какое-то будет именно связано с этой женщиной. То есть эта женщина, она подаст вам энергии, подаст вам огня, подаст вам энтузиазма, да, что-то делать, развиваться, идти дальше. Эта женщина может также быть вашей любимой женщиной, если мужчина, например, смотрит расклад. То есть женщина в этот период подзаряжает вас энергией. Можете с кем-то путешествовать вместе, с какой-то женщиной. Можете как-то весело, интересно проводить время, активно проводить время. Может, это занятие спортом у вас совместно с этой женщиной. Но в целом вы будете довольны тем, что у вас есть это общение. Эта женщина, она вас мотивирует быть лучше, быть энергичнее. Например, если вы женщина, да, это может быть ваша подруга, любая женщина в целом, которая будет у вас присутствовать. Например, может проявляться так, что вы пошли в массажный салон, да, в спа, и женщина, королева жезлов, может выступать массажистом. То есть эта женщина, она приводит ваше тело в порядок, да. Эта женщина может, например, быть тренером вашим в спортзале, тоже приводит ваши чувства, энергичность вашу, ваше тело в движение, в порядок. То есть здесь вы заряжаетесь энергией, здесь вы восстанавливаете себя, здесь вы должны поверить в себя в начале месяца. И тогда все ваши дела начнут решаться легко. Можете выступать где-то публично в начале месяца, можете как-то в целом общаться с этой женщиной для того, чтобы она решила какие-то ваши вопросы, может быть, связанные с дорогой, с каким-то передвижением. Но в целом вы поймете, что эта женщина дала вам какую-то ценную информацию, или общение с этой женщиной было таким хорошим для вас, что вы с интересом в начале месяца проводили время и почувствовали себя энергичными, там, например, любимыми, да, мужчины могут себя почувствовать. То есть здесь есть момент вашего принятия, что какая-то женщина дает вам энергию для того, чтобы вы чувствовали в начале месяца себя более уверенно. Так, середина месяца. Смотрим для вас. Середина месяца. Рыцарь кубков. Рыцарь кубков – карта у нас обычно показывающая момент каких-то теплых взаимоотношений. Это может быть связано с романтическими какими-то встречами. То есть здесь есть походы в рестораны, в кино, какие-то свидания. Здесь все такие письма, там, допустим, да, какие-то знаки внимания, подарки, цветы. Здесь все будет именно в середине месяца. Будет вас вдохновлять, будете как бы очень глубоко, так скажем, чувствовать какую-то ситуацию. То есть вы будете в середине месяца более такими чувствительными, эмпатичными, понимающими. И вот эта любовь, которая и от людей в этот период будет к вам как бы происходить, да, и от вас тоже будет изливаться вот это чувство любви. Вы захотите, чтобы люди вам доверяли, и чтобы вы смогли доверять кому-то. Здесь есть момент именно романтических таких встреч и свиданий. Это карта показывает вам именно такой теплый момент времяпрепровождения с кем-то, который вам понравится. Можно также и к животным, видите, как по этой карте испытывать какую-то внутреннюю такую теплую энергию, да, то есть вы готовы ею делиться, вы готовы транслировать этому миру, что вы готовы кому-то помочь. Здесь есть момент помощи. Рыцарь, он как бы находится в движении, да, и он приезжает или приходит кому-то на помощь. Рыцарь кубков может быть также, например, человеком, который сможет в моменте вашего разговора вас успокоить, сможет как-то сбалансировать ваше настроение, ваше поведение, ваше эмоциональное состояние, и вы сможете почувствовать себя более уверенными, спокойными, и в целом какая-то ваша тревога в середине месяца, она должна уйти благодаря каким-либо встречам, вот этим моментам коммуникации с какими-то людьми. Это все будет приносить вам энергию спокойствия, и в целом вы почувствуете вот это тепло от людей в середине месяца. И вы тут будете, да, относиться к людям так, и вам тоже взамен будет приходить это чувство. В
то же время, если вы занимаетесь какими-то проектами, в середине месяца будет идти уже ваше какое-то творческое такое мышление больше, творческие какие-то ваши дела, они все начнут как бы получать уже свое развитие. То есть включается уже момент динамики, то есть что-то уже начинает меняться, есть момент движения, есть момент, когда становится лучше, допустим, там больше просмотров на ваших видео, или там, допустим, вы нарисовали картины, сейчас вы их уже выставляете на всеобщее обозрение, да, на публику. Вы хотите, чтобы люди дали свой отклик на то, нравится это им или не нравится. Вот любое ваше там какое-то творчество, какой-то хендмейд, либо вы песни пишете, что-либо, чем вы занимаетесь, это все в середине месяца будет набирать обороты. И вам главное в этот период даже, можно сказать, попробовать себя, если вы хотите как-то развить свое дело, да. Вот именно середина месяца тоже вам говорит про то, что вы можете в середине месяца как-то больше, транслировав что-то, да, свою творческую какую-то идею, получить хороший ответ, хорошую какую-то динамику, то есть рейтинг будет расти, будет что-то развиваться, уже нет того, что что-то стояло на месте. Так, смотрим конец месяца. Туз мечей. Вообще хорошая очень карта, показывающая вам победу. То есть все ваши начинания, планы, замыслы, наконец-то они реализуются. Если у вас была какая-то проблема, она наконец-то решается. То есть меч, он разрезает вашу жизнь на до и после. Что-то отрубается, отрезается от вашей жизни, весь негатив, все плохое, оно уже остается позади. Сейчас вы уже более решительно настроены, вы знаете, чего вы хотите, и вы получаете от жизни как бы такой знак от высших сил, что сейчас можешь начинать. Это может быть в плане любовных отношений, новое начало, новые романтические встречи, новые свидания. Можно также вступить в брак по этой карте, можно также признаться кому-то в чувствах, можно получить предложение руки и сердца. То есть здесь карта говорит про то, что есть момент какого-то начинания. Можно получить звонок про новую работу, либо какое-то письмо, которое разрезает вашу жизнь на до и после, какой-то документ, который вы ждали, возможно. Вот это все придет к вам в конце месяца. И здесь вы уже наконец-то поймете, что нету преград на вашем пути, наконец-то вы уже более решительны, вы смогли с кем-то, например, поговорить, и тогда ваши дела с легкостью решаются под конец месяца. Поэтому карта вам показывает момент вашего триумфа, победы в каком-то деле. Может, это какие-то соревнования, может быть, это какие-то спортивные мероприятия, может быть, это какие-то дела, связанные с работой, с какой-то коммуникацией. Здесь карта показывает, что вы успешно справитесь со всеми задачами или с какой-то самой важной задачей, которая будет стоять у вас в конце месяца. Вот такая хорошая карта, заключительная для вас в конце месяца. Также карта может говорить про то, что вы можете делать какие-то косметологические процедуры себе. Туз мечей– это как бы колющий, режущий предмет, поэтому какие-то иглоукалывания здесь возможны, да, то есть вы можете какие-то косметологические процедуры, инъекции какие-то делать себе. И также туз мечей– это у нас момент может быть связан с какой-либо операцией, поэтому если у вас что-то такое планируется, то тогда все успешно закончится в конце месяца, и вы будете довольны результатом. Вот такие прекрасные карты. Давайте еще отдельно достану для вас. От колоды «Романтика. Любовь» вам подсказочка тоже на август месяц. Что же вас ожидает? Карта называется «Свадьба». Вы видите ваши отношения на новый уровень, один шаг за один раз. То есть карта вам говорит про то, что в этом месяце какие-то отношения переходит в новый статус, на новый уровень, да. У кого-то это могут быть не любовные конкретно отношения, может быть, вы уже в браке находитесь, да, но тогда как-то ваши отношения в этом месяце наладятся. Если вы только ищете себе партнеров, в конечном итоге в этом месяце вы сможете найти на свиданиях, да, какого-то человека, который будет вам по судьбе. Эта карта может говорить про то, что любые отношения на работе, например, могут наладиться, когда вы будете более чуткими, когда вы будете понимающими, когда вы сами захотите выстраивать эти отношения. Поэтому в то же время карта говорит про то, что в этом месяце большая часть тоже в эмоциях, да, в отношениях, проявленных в этом месяце, будет тоже зависеть от вас. Поэтому не забывайте, вы тоже в этом месяце имеете главную роль для того, чтобы какие-то отношения перешли во что-то новое. Так, и еще одна карта духовного древа, вам подсказочка
на этот месяц. У вас выпадает карта, называется «На сильные эмоции». Сила истинного душевного единения наполнена как волнами взлета, так и тяготами падения. Сильные эмоции. То есть в этом месяце вы почувствуете с кем-то какую-то взаимосвязь, да. И даже когда будут моменты, которые будут казаться вам сложными, в этом месяце есть люди, которые будут вас понимать, которые будут вас поддерживать и на эмоциональном уровне, да, и, возможно, как-то присутствием своим они тоже смогут вас поддержать, направить вас в нужном направлении, да. Эмоционально вы сможете с ними поднять себя, вот эту волну снова поднять вверх, да. Поэтому любые преграды, которые будут у вас на пути, если вдруг они случатся, то туз мечей разрубает весь негатив. Помните об этом, он у вас здесь присутствует. Поэтому помните сильные эмоции, да. Вы должны контролировать свои эмоции, и знать, что все решаемо в этом месяце. Главное, постепенно налаживать какие-то связи, контакты, и у вас есть люди рядом, которые могут в этом месяце вас поддержать и направить вас в нужное направление. Вот такой расклад был для тех, кто родился под знаком зодиака Рак. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И жду вас снова на своих видео. Всем до встречи на моем канале. Всем пока-пока.